привет, это Пура Вида с Настей. У нас в штате Вашингтон уже 4 дня стоит самая настоящая зима, со снегом и морозами. Уже хочется обратно тепло, поэтому сегодня я лучше расскажу про Коста-Рику, об одной удивительной особенности этой страны, об адресах, а вернее об их отсутствии. Можно сказать, что адресов в привычном для нас виде там нет. Например, улицы в Коста-Рике не имеют названий, они пронумерованы. Причем нумерация начинается с нуля. В центре любого города каждая улица, кайе, проходит с севера на юг, а проспект, авенида, с востока на запад. Таким образом, они образуют ровные квадратики со стороной 100 метров. 1 квадрат – 1 квартал. Благодаря такому расположению улиц в центре очень удобно ориентироваться. Обычно в каждом городе только один центральный проспект имеет имя. Он так и называется – Авенида Централь. А вот здания в Коста-Рике номеров не имеют. Это касается и частных домов, и разных учреждений. Банки, университеты, магазины, гостиницы, посольства других стран в Коста-Рике невозможно найти по номеру. Любой адрес чаще всего основывается на известной достопримечательности, от которой нужно пройти определенное количество метров в указанном направлении – на север, юг, запад или восток. Например, адрес магазина Walmart в городе Картаго. От церкви Ла Базилика де Лос-Анхелес 800 метров пути в сторону района Параисо, напротив аптеки Ла Бомба Лос-Анхелес. Университет Латино де Коста-Рика находится в районе Сан-Педро де Монтес-де-Ока, 100 метров на север и 25 метров на восток от торгового центра Муньо-Сенане. А Банко де Коста-Рика в городе Сьюдад-Колон находится в районе Мора, 100 метров на юг от юго-восточного угла католической церкви. Посольство Испании в Сан-Хосе расположено на 32-й улице между пешеходным проспектом Пасео Колон и вторым проспектом. От Макдональдса на Пасео Колон 50 метров на юг. А почтовое отделение в районе Баррио Мехико в Сан-Хосе находится от площади спорта в 50 метрах к северу и 25 метрах к востоку. Проще всего найти здание, расположенное рядом с пересечением улиц. Все-таки от перекрестка легче пройти, например, 50 метров на юг и рядом с большим деревом обнаружить салон красоты. Некоторые костариканцы все-таки пытаются вешать на свои дома таблички с номерами, но их адрес по-прежнему указывает на памятник или ферму напротив, от которой надо повернуть на восток и пройти 100 метров. Если в центре города благодаря квадратикам довольно легко найти нужное вам здание, то на окраине уже сложнее. А в какой-нибудь деревне красный дом с белой крышей вы, возможно, и найдете самостоятельно. Но вот ферму Донни Альмы без специальной подготовки и помощи местных будет не так легко отыскать. Кстати, не стесняйтесь спрашивать у прохожих, как можно куда-либо пройти. Костариканцы с удовольствием вам помогут. Только будьте готовы к тому, что они не отправят вас направо-налево. Они обязательно скажут: столько-то метров на север или на юг, и потом еще вот столько метров на запад или восток. Короче говоря, без компаса не обойтись. А мне всегда было интересно, как же работают почтальоны в таких условиях, как они вообще находят адресата. И однажды я увидела весь этот процесс изнутри в сортировочном отделении костариканской почты. Когда у нас заморозили российскую банковскую карту, а Банк Коста-Рики отказал в открытии счета, мы никак не хотели сдаваться и продолжали поиски какого-нибудь способа вывода денег из интернета. И все-таки нашли одну международную платежную систему, которая предлагала отправить свою карту из России в любую точку мира по почте. Но уже на этапе заполнения заявки на сайте начались проблемы. Адрес нашего проживания в Коста-Рике не входил в отведенное для него поле. Туда можно было вписать ограниченное количество символов,
А наш адрес описывал цвет и высоту дома, соседний ресторан и количество шагов до двери. Пришлось немного сократить описание, и мы все-таки отправили заказ. Дней через 10 курьер благополучно доставил письмо по указанному, хоть и сокращенному адресу. Но мы, к сожалению, в это время дома отсутствовали. Соседи знали нас только по именам, поэтому почтальону сказали, что такие тут не живут. И он уехал. Через пару часов мы вернулись домой, соседка рассказала нам про курьера, и мы буквально бегом побежали на почтовое отделение в Сан-Хосе. Но оказалось, что всю недоставленную корреспонденцию возвращают в другое почтовое отделение. Пришлось срочно ловить такси и ехать в город Сапоте, выписывать пропуск на закрытую складскую территорию и выяснять, где же наше письмо. Мы провели в сортировочном центре больше 3 часов. Пока управляющий искал письмо, я наблюдала за тем, как работники почты разгребали горы писем и посылок и раскладывали их по порядку, чтобы потом удобно было развозить. Делали они это так быстро, как будто длиннющие непонятные адреса на конвертах их совсем не смущали. Видимо, каждый из них наизусть знал карту города, все его углы и перекрестки. Через 3 часа наше письмо нашлось. Нам сообщили, что оно полетело обратно таким-то рейсом в такое-то время. Вот так вот неожиданно оперативно сработала костариканская почта. Больше мы ничего заказывать не стали, а через некоторое время открыли счет в костариканском банке, и об этом я рассказывала в одном из предыдущих видео. А на сегодня все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Ура вида!